Странная вещь происходит с играми про пиратов. В индустрии сейчас каждый второй делает огромные открытые миры, фотореалистичную графику, сотни часов контента. Но при этом за последние 20 лет никто так и не сделал нормальную пиратскую РПГ. И вот на дворе 2026 год, и выходит та самая игра, которая может все исправить. Только вот это буквально ремастер старых добрых корсаров. И говорю я про Caribbean Legend Age of Pirates. Когда-то я играл в первую часть оригинальных корсаров, десятки часов проводил в пиратах Сида Мейера и даже пробовал Blood and Gold. Мне нравились пиратские приключения, абордажи, парусные баталии, азарт, игра на волоске, когда ты можешь себя почувствовать настоящим морским волком. И если взглянуть на индустрию в целом, то игр этой тематики вышло неприлично много. Но ни одна из них так и не смогла зацепить мой взгляд. Какие-то были онлайн-фармилками, какие-то выживачами, стратегиями, симуляторами. И ни одна из них не смогла стать нормальной РПГ-песочницей, где я мог бы отправиться бороздить моря и океаны, захватывать корабли, искать сокровища, сражаться с клятыми каперами или профукать всю добычу в кабаке. В принципе, из-за всего этого я и охладел к сеттингу. Конечно, в нем есть отличные игры. Того же четвертого Ассасина я очень люблю. Но это все не то. Люди становились корсарами из-за жажды свободы, а современные пиратские игры только и делают, что вгоняют в какие-то рамки. Поэтому мы сейчас и оказались в той версии вселенной, когда выходит ремастер игры 20-летней давности, без революционной графики, с топорной боевкой, устаревшим интерфейсом, и все равно она остается лучшим представителем жанра. Для понимания, Caribbean Legend Age of Pirates — это все та же игра «Корсары. Город потерянных кораблей». Сюжетная завязка, геймплей, все возможности перекочевали из оригинала, даже большая часть моделей и текстур. Поэтому это все та же песочница, в которой можно стать хоть пиратом, грозой морей, хоть торговцем и создать свою вестынскую компанию, а можно захватить колонию и рассадить своих губернаторов. Отличительными особенностями ремастера в первую очередь стала графика. Текстуры остались теми же, но через апскейл их растянули до современных разрешений. Подтянули освещение, большей части моделей увеличили количество полигонов, переработали террейны в портах, в городах, даже вода стала выглядеть в разы лучше оригинала. И это однозначно плюс. Конечно, не современный уровень и даже не рядом, но когда ты не режешься глазом о полигоны, это уже хорошо проделанная работа. Хотя и это осталось не без минуса. Если оригинальная игра весила всего 3 гигабайта, то ремастер занимает аж 40. Текстуры-то и правда улучшили, но не заморачивались с их оптимизацией. И когда ты в целом смотришь на игру, а потом понимаешь, что ее вес 40 гигов, хочется спросить, а куда делось место? В остальном же к визуалу у меня нет претензий. Я изначально понимал, это не ремейк, и ждать сильной революции однозначно не стоит. Проблема скорее в том, что именно за него и цепляется глаз в первую очередь. А если же говорить про геймплейные нововведения, игру сделали однозначно удобнее. Ни в коем случае не проще, это все та же хардкорная РПГ, но интерфейс поправили, и я даже не побоюсь сказать, что он стал гораздо интуитивнее, понятнее. Когда я в детстве играл в оригинал, то постоянно страдал именно из-за него. Мне он казался перегруженным, и это при том, что я на постоянке играл в стратегии, в том числе Остинскую кампанию, где интерфейс был написан явно через жопу. Хотя есть одна претензия. Еще с оригинала перекочевало управление журналом и инвентарем через клавиши F1 и так далее. Из-за того, что современные игры очень редко задействуют их, лично у меня очень много нужных биндов настроено через эти клавиши, и мне пришлось именно для корсаров создавать отдельный профиль у клавиатур. Кстати, если хотите поддержать меня и найти кучу дополнительного контента, добро пожаловать на мой Бусти. А этим подписчикам спасибо огромное за поддержку. Управление также сделали удобнее. Теперь персонажем можно управлять через Vast, а спринтить вы даже не представляете, на какую клавишу. На Shift. Я играл в оригинал, где надо было с помощью мышки натурально страдать. Так что в моих глазах это очень значимое изменение. Если же брать боевку, самым больным местом всегда были столкновения на суше и во время абордажа. Камера стала чуть отзывчивой. Даже фоф увеличили. Благодаря этому я помираю теперь не в каждой дуэли, а лишь через раз.
Но привыкнуть к этой боевке после стольких лет невероятно сложно. Сколько ни пробовал уворачиваться, у меня получается лишь один раз из десятка, а блок иногда просто не вовремя прожимаю. Опять же, это условности оригинала, к ним надо просто привыкнуть. Морские баталии как будто не сильно изменились. Да, новый интерфейс делает их дружелюбнее, но в целом я не получил какого-то кардинально нового опыта. Может, конечно, и я подзабыл, что и как было в оригинале, поправьте в комментариях, если что, но мне кажется, тут никаких изменений. Также в игру добавили новый контент. Тут есть и задания, и возможность играть за женского героя. Разработчики это аж жирным шрифтом выделили в описании. Глобальную карту переработали и также добавили новые приколы. Возможность изучать древние руины, разные скрытые локации в городах. В общем, всего понемножку. Еще я не совсем уверен, но как будто кораблей стало больше. Разнообразие будто прибавилось. Или же переделали ИИ. Из-за чего в открытом море чаще встречаются различные посудины. Баланс в экономике тоже переделали. Но я не совсем уверен в лучшую или худшую сторону. Как будто бы гринда добавилось, но в то же время и активностями не обделили. Самое главное изменение, о котором точно стоит сказать, это работоспособность игры. В детстве из всех подобных игр я больше всего любил «Пиратов Сида Мейера». И в большей степени не из-за наполненности контентом, а потому что она была стабильнее и «Корсаров», и Blood and Gold, в которых баги встречались постоянно, а вылеты не вызывали удивления. Видимо, для разработчиков из Recon Team исправление ситуации с технической стороны было самым главным. У меня одна сессия длилась 8 часов. Да, я немного заигрался, так сказать. Так вот, ни одного бага и тем более вылета. Это поистине новый опыт с корсарами. Претензия только, чтобы начать новую игру, приходится полностью перезапускаться. Я не понимаю, почему разработчики не могли сделать отдельную кнопку, чтобы сразу выйти в главное меню. В целом же, Caribbean Legend Age of Pirates — это не блокбастер, что разорвет индустрию. Не революционная игра о пиратах. Это хорошо сделанный ремастер. Я бы даже сказал, с любовью. Стоит ли в него играть залетному челику? Я не знаю. Можно попробовать, но с большей вероятностью вам не понравится. Все-таки геймплейно она сильно устаревшая, приходится постоянно идти на компромисс, разбираться в непривычном управлении. Но если вы не боитесь прикасаться к чему-то древнему, если вы когда-то играли в Корсаров, для вас этот ремастер может стать хорошим приключением из детства. И, конечно, игра вам однозначно зайдет, если вы любитель RPG-песочниц. В последнее время этот жанр начинает возрождаться, но хорошим представителям всегда надо радоваться. Я однозначно не жалею, что отложил другие игры и залетел в Корсаров. Эта игра как будто даже слегка вернула мою уже угасшую любовь к пиратам. Но, конечно, не без бомбежа в некоторых местах. Самое смешное с этим ремастером, что вот прошло 20 лет и выходит буквально та же самая игра, ну, слегка улучшенная, но все же, и она до сих пор остается лучшей пиратской РПГ.